Привет, это ID90, канал, где мы без розовых очков разбираем архитектуру операционных систем, историю открытого программного обеспечения и эволюцию технологий. Мы привыкли хвалить Linux за надежность, гибкость и модульность. Кажется, что каждая программа в нашей операционной системе тщательно изолирована, отточена десятилетиями и надежно защищена от любых неприятностей. Но стоит нам заглянуть чуть глубже под привычную графическую оболочку в мир оконных менеджеров, систем отображения и видеодрайвера, как мы обнаруживаем самый настоящий музей древних технологий. Графическая система Linux долгие годы держалась на разработках с далеких 80-х, когда персональных компьютеров в привычном смысле еще не существовало, а инженеры и ученые со всей округи подключались к одному огромному серверу по проводам. Сегодня мы разберем грандиозную технологическую битву, которая определила облик современного открытого ПО, как старый графический сервер X11 превратился в главную скрытую брешь в безопасности всей системы. Почему радикальный проект Wayland попытался переписать правила с чистого листа, и почему этот мучительный переход стоил разработчикам и энтузиастам только нервов, времени и сломанных настроек. Добро пожаловать в историю великой архитектурной войны графических оболочек Linux. История успеха и проклятия старого X11. На дворе стоит 1984 год. В Массачусетском технологическом институте кипит работа над академическим проектом. Разработчики выпускают первую версию оконной системы X, а уже в 1987 году появляется знаменитая 11-я ревизия, тот самый X11, с которым многие из нас знакомы десятилетиями. В ту эпоху идея, заложенная в основу протокола, казалась абсолютной, революционной магией. Называлась она «сетевая прозрачность». Представьте себе рабочее место инженера или ученого в середине 80-х годов. На столе стоит так называемый глупый терминал, простое устройство, состоящее из монитора, клавиатуры и очень слабого процессора, способного лишь выводить готовую картинку. Само же тяжелое научное или инженерное ПО запускается на мощном удаленном компьютере, стоящем где-то в дата-центре лаборатории. И вот благодаря X11 программа работает на том далеком компьютере, а графический интерфейс рендерится и отображается прямо на вашем локальном мониторе по сети. Сервер запускался на стороне вашего экрана, а программа выступала в роли сетевого клиента. Это опережало свое время на десятилетия, заложило фундамент под весь графический мир систем Unix. Но время шло, и мир изменился, бесповоротно. Персональные компьютеры стали невероятно мощными, локальное железо выросло в производительности в сотни тысяч раз, а концепция «один мощный сервер на сотни удаленных терминалов» полностью уступила место персональному десктопу, где все вычислительные мощности находятся непосредственно перед вами, прямо под вашим столом. И вот тут наружу вылезают фундаментальные проектные ошибки и архитектурные грехи старой системы, которые сегодня превратились в настоящий кошмар для специалистов по безопасности. Главная беда X11 заключается в том, что в самом его протоколе напрочь отсутствует базовое понятие изоляции окон. Архитектура разрабатывалась в эпоху полного доверия между пользователями одной академической сети. Из-за этого сервер устроен предельно наивно. Любое запущенное в системе приложение может абсолютно беспрепятственно запросить у сервера полный список всех открытых окон, сделать мгновенный снимок экрана любой другой программы или банально подслушивать глобальный поток ввода с клавиатуры. Задумайтесь о последствиях. Вы скачиваете из неофициального источника или сомнительного сайта файл программы, запускаете его, и эта утилита получает полный доступ к вашей графической сессии. Без всяких сложных взломов системы или вирусов, шпионов, такая программа может спокойно дописывать пароли, которые вы вводите в соседнем окне браузера, просто опрашивая старый протокол. Защитить пользователя от этого на уровне старой архитектуры физически невозможно в принципе. Добавьте к этому колоссальный, неподъемный технический долг. За десятилетия монолитная кодовая база обросла тысячами костылей и дополнений для управления мониторами, обмена данными и разделения памяти. Все это держится на честном слове энтузиастов, поддерживающих код по остаточному принципу. Старая система превратилась в черный ящик, который боится тронуть кто-либо из разработчиков, потому что любое изменение может обрушить работу тысячи старых программ. Столкновение философий. X11 против Wayland. Чтобы понять, почему сообщество было вынуждено пойти на радикальные меры и создать замену,
нужно посмотреть на саму философию взаимодействия программ с видеокартой. В старом добром мире X11 сам сервер работает как централизованный посредник-монополист. Когда программа хочет нарисовать обычную кнопку или текст, она не обращается напрямую к видеокарте. Она отправляет свои запросы серверу. Сервер принимает эти запросы, думает, как их трансформировать, передает оконному менеджеру, получает ответ, координирует вывод с другими окнами и только потом отправляет готовые инструкции видеокарте. Отсюда неизбежно возникают лишние задержки отклика, а также неприятное подергивание интерфейса при высокой загрузке процессора. Что же предлагает Wayland? Во-первых, важно понять концептуальный сдвиг. Wayland – это даже не графический сервер в привычном понимании этого слова. Wayland – это строго описанный свод правил и протокол обмена сообщениями между программой и главным диспетчером экрана. Философия Wayland предельно проста. Главный диспетчер, он же композитор, и есть оконный менеджер. Никаких лишних посредников и прослоек. Архитектура устроена так, что современный диспетчер экрана, будь то в оболочках GNOME или KDE, берет на себя работу по организации пространства. Когда программе нужно обновить графику, она не шлет запросы абстрактному серверу. Она самостоятельно рисует свой интерфейс, собственный выделенный участок памяти с помощью современных системных средств. Программа готовит кадр и просто сообщает диспетчеру: «Мой кусочек готов, можешь забирать». Диспетчер собирает готовые кусочки от всех запущенных на экране программ в единую картинку и отправляет ее напрямую видеокарте. Результат такого архитектурного подхода полностью меняет дело. Во-первых, мы получаем железобетонную изоляцию программ из коробки. Программа в Wayland физически не имеет доступа к памяти и событиям других окон. Она видит только то, что ей разрешил диспетчер. Никакой сторонний скрипт больше не сможет подсмотреть ваши нажатия клавиш. Во-вторых, исчезают неприятные разрывы изображения при быстром движении на экране, так как вывод кадров четко синхронизируется с монитором. В-третьих, заметно уменьшается задержка ввода, потому что мышь и клавиатура передают данные напрямую нужной программе, минуя старые бесконечные очереди. Стенка на стенку. Трудности перехода и реальность Wayland. Однако любая революция требует жертв, и переход на Wayland стал для мира Linux настоящим испытанием на прочность. Если бы разработчики дистрибутивов в один прекрасный день просто выключили старый X11 и оставили только чистый Wayland, экосистема программ рухнула бы в ту же секунду. Тонны специализированного софта, старых игр и системных утилит были написаны строго под запросы старого сервера. Именно поэтому инженеры создали гениальный и одновременно проблемный мост X-Wayland. Это встроенный в систему инструмент, который запускает старые программы внутри новой среды, незаметно переводя их команды на современный лад. Но мост остается мостом. Иногда у старых программ на экранах с высоким разрешением могут разламываться шрифты или барахлить масштаб при переносе окон. Почему же этот переход затянулся на целое десятилетие и до сих пор вызывает споры на форумах? Давайте разберем три главные трудности, через которые прошло сообщество. Первая трудность – запись экрана, стримы и трансляции. Из-за строжайшей изоляции программ в Wayland классические программы для записи видео с экрана и стриминга долгое время просто не могли получить доступ к изображению. Старые методы перехвата ушли в прошлое. Индустрии потребовалось создать принципиально новый универсальный системный инструмент передачи видео и звука под названием Pipewire. Сегодня эта проблема решена элегантно и безопасно, но пользователи отлично помнят месяцы проблем с трансляциями в популярных программах связи. Вторая трудность – глобальные горячие клавиши. В мире X11 любая фоновая утилита могла перехватить нажатие клавиш в любой момент времени. В Wayland безопасность запрещает это делать напрямую, на уровне правил. Чтобы у вас корректно работали программы для управления музыкой или фоновые утилиты, разработчикам пришлось с нуля проектировать новые безопасные правила обмена данными, что заняло немало времени. Третья трудность и поистине драматическая сага – это проприетарные драйвера видеокарт от компании NVIDIA. Долгое время именно эта компания оставалась главным тормозом прогресса всего движения Wayland. Корпорация упорно игнорировала принятые в индустрии единые открытые стандарты работы с видеопамятью, пытаясь навязать разработчикам свои собственные закрытые решения. В результате владельцы видеокарт NVIDIA годами не могли нормально пользоваться Wayland,
Система либо зависала, либо работала с артефактами. Лишь под мощным ультимативным давлением всего открытого сообщества и растущей популярности современных систем руководство компании наконец-то сдалось, открыло нужные части кода и перешло на единые стандарты. Только тогда владельцы мощных видеокарт смогли вздохнуть свободно. Были ли другие варианты? Когда сообщество осознало тупик старой системы, попытки свернуть с проложенного пути и предложить что-то принципиально иное, разумеется, предпринимались. Вспомните амбициозный проект компании Canonical, которая разработала собственный графический сервер Mir. Идея заключалась в том, чтобы создать универсальный графический инструмент, способный одинаково эффективно работать и на смартфонах, и на планшетах, и на компьютерах. Компания вложила в этот проект огромные человеческие и финансовые ресурсы. Чем все закончилось? Рынок мобильных устройств был упущен. Экосистема софта не поддержала инициативу, а поддержка уникальных протоколов оказалась непосильной ношей даже для крупной компании. В итоге разработку закрыли, а разработчики перешли на стандартный Wayland. Этот исторический пример показал простую истину. Написать принципиально новый графический стек с нуля в одиночку в современную эпоху невозможно. Экосистема драйверов и программ просто не потянет второй столь масштабный фронт работ. Сегодня ожесточенные споры постепенно затихают. Wayland перестал быть сырой экспериментальной игрушкой и превратился в стандарт для большинства дистрибутивов Linux. Старый добрый X11 официально переведен в архивную категорию. Его код все еще поставляется в систему ради совместимости со старыми утилитами, но активная разработка давно свернута, и его закат – это лишь вопрос времени. Эпоха уязвимых монолитов окончательно уступает место строгой безопасности и минималистичным правилам. Итог архитектурной войны. Подводя окончательный итог, в этой затяжной технологической битве можно вынести однозначный вердикт. X11 оставил великое историческое наследие, но его фундаментальные архитектурные ошибки в вопросах безопасности сделали его технологическим прошлым. Да, переход на Wayland был болезненным, потребовал перестройки всей системы, работы со звуком и видео, а также уступок от производителей видеокарт, но этот шаг был абсолютно неизбежен. Wayland победил не потому, что он был идеален с первого дня, а потому что предложил единственное верное решение для современного компьютера – изоляцию на уровне правил, прямой рендеринг и надежную работу без лишних посредников. Возврата к старым уязвимым системам больше нет. А на какой стороне архитектурных баррикад находитесь вы? Продолжаете ли вы по привычке запускать старую сессию ради редкого софта и привычных утилит? Или уже окончательно перевели систему на современный Wayland, наслаждаясь плавной картинкой и надежной безопасностью? Обязательно делитесь своим опытом в комментариях. Обсудим технические вопросы вместе.